История о непростой жизни Марлы Макканц, которая пережила сексуальное насилие в детстве, токсичные отношения во взрослом возрасте и страдала от сильного ожирения. Она обратилась к доктору и приняла участие в шоу «Моя жизнь весом в 300 килограмм», чтобы изменить свою жизнь. Жизнь Марлы больше напоминает американские горки, взлеты и падения. С самого детства она несла в себе тяжелую тайну. Когда ей было 6 лет, отец лишил ее невинности, поставив точку в доверительных отношениях между родителями и ребенком. Детство, проведенное в Детройте, штат Мичиган, казалось беспросветным. Но поступив в старшую школу, для Марлы стало долгожданной возможностью начать с чистого листа. Марла встретила первую любовь, которая, как ей казалось, могла исцелить прошлые раны. Однако счастье оказалось иллюзией. Парень, которого она считала идеальным, был человеком с тяжелым характером и вспышками агрессии. Когда Марла решила уйти, он отказался ее отпускать, превратив отношения в настоящую тюрьму. Однажды ей удалось позвонить в полицию. Но ситуация приняла неожиданный оборот, парень открыл огонь по прибывшим офицерам, ранив двоих. Бардак, который последовал за этим происшествием, помог Марле сбежать. На следующий день она покинула Детройт и отправилась в Нэшвилл, штат Теннесси, надеясь обрести новую жизнь и безопасность. Новый город не принес избавления от страхов. Тревога не отпускала, мешая наладить нормальную жизнь. Психологическая травма оставила глубокий след, вынуждая избегать людей и искать утешение в еде. Постепенно вредная привычка переросла в зависимость. Незаметно для себя Марла оказалась в ловушке собственного тела. В результате ее вес достиг 318 килограммов, сделав ее полностью прикованной к постели. В этой ситуации на помощь пришли дочери, Британи, Адель и Сьерра. Они взяли на себя заботу о матери, помогали с повседневными делами. Зависимость Марлы от еды только усугубляла ее положение. Она жарила пищу прямо на кровати, не обращая внимания на последствия. Ожирение привело к тяжелым заболеваниям, диабету, артриту и постоянным болям. Осознание того, что однажды дочери могут найти ее мертвой, стало поворотным моментом. Марла взяла себя в руки и решила бороться за жизнь. Первым ее шагом стало участие в шоу «Моя жизнь весом в 300 килограммов». Врач Юнан Нозардан предложил строгую программу лечения, но ее реализация потребовала огромной силы воли. Строгая диета, страх перед операцией, постоянные боли – все это казалось непреодолимым. Мысли о дочерях заставляли двигаться вперед. Преодолев многочисленные испытания, Марла начала терять вес, а вместе с ним и многолетний страх. Врачи приняли решение перевести ее в Хьюстон, чтобы провести операцию по снижению веса. 13-часовая дорога стала настоящим испытанием. Из-за длительного сидения у Марлы образовался тромб, который привел к серьезному ухудшению состояния здоровья. Доктор Назардан констатировал, если ничего не предпринять, ее жизнь будет под угрозой. Для спасения установили фильтр в ногу, ограничили питание до 1000 калорий в день и начали интенсивную терапию. Несмотря на опасность, Марла отказывалась вставать с кровати, испытывая страх перед болью и переменными. Врачи и физиотерапевты приложили максимум усилий, но прогресс шел медленно. Доктор Назардан принял рискованное решение – провести операцию по шунтированию желудка. После выписки Марла вернулась к дочерям, пообещав бороться дальше. Но старая привычка к пассивному образу жизни вновь взяла верх. Лишь отчаянный разговор с дочерью заставил пересмотреть отношение к происходящему. Год спустя настал долгожданный момент. Впервые за долгие годы Марла смогла встать на ноги. Пусть это длилось всего несколько секунд, но именно этот шаг стал символом победы над страхом. За время работы над собой она сбросила 121 килограмм. Вскоре ее вес уменьшился еще на 136 килограммов. Теперь Марла не только ведет активный образ жизни, но и делится своей историей с другими. Она пишет книгу, ведет блог и мотивирует людей, оказавшихся в сложных ситуациях. Ее путь показывает, что перемены возможны даже в самых сложных обстоятельствах. Верите ли вы в силу воли и способность человека преодолеть самые тяжелые испытания? Что, по вашему мнению, сыграло решающую роль в ее восстановлении? Возможно, у вас есть свой личный опыт борьбы с трудностями. Делитесь своим мнением и историями в комментариях.